Всем привет! Рада вас видеть на моем канале. Сегодня свяжем красивый ажурный шарфик с узором цветочки. Он очень легкий, воздушный и станет отличным украшением вашего гардероба. Мастер-класс подойдет для начинающих. Также поделюсь схемой узора, чтобы вам было удобно ориентироваться в процессе вязания. Размеры шарфика: в ширину 47 сантиметров, а в длину он получился 135 сантиметров. Пряжа здесь идет с люрексом, поэтому шарфик еще красиво переливается. Для вязания нам понадобится крючок номер 4, маркеры и один моток пряжи. Alize Angora Gold Simli. Здесь у нас в 100 граммах 500 метров, 75% акрил, 20% шерсти и 5% металлик. Цвет данной пряжи 144. Для узора набираем число петель кратное 10. Я набирать буду 90 воздушных петель. Делаем петлю, провязываем. Эту петлю я не затягиваю, я ее тоже считаю. Это у меня первая воздушная петля. Далее вторая, третья. Воздушные петли старайтесь набирать более свободно. Итак, я набираю 90 воздушных петель. Будем вязать первый ряд, и теперь в конце набираем еще 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь отсчитываем от крючка 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восьмую провязываем столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида на крючок. Вводим крючок в 8 петлю, вытянули, провязываем 2 петли на крючке, еще 2 и снова 2 петли. Это у нас столбик с 2 накидами. Далее провязываем 3 воздушные петли, отсчитываем 5 петель, в пятую провязываем столбик без накида. Вот эта петля у нас провязана. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, в пятую столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. Снова отсчитываем и в пятую провязываем столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, в пятую, 2 накида на крючок, 2 петли, еще 2 и провязываем третий раз еще 2 петли. Провязали столбик с 2 накидами. Далее делаем 5 воздушных петель. И снова в эту же петлю провязываем столбик с 2 накидами. Далее провязываем 3 воздушные петли. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, в пятую. Провязываем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, в пятую, столбик с 2 накидами. Далее в эту же петлю мы должны провязать столбик с 2 накидами и между ними 5 воздушных петель. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида на крючок и в эту же петлю провязываем столбик с 2 накидами. Далее снова все повторяется. Провязываем 3 воздушные петли.
пятую петлю провязываем столбик без накида. Три воздушные петли. В пятую столбик с двумя накидами. Таким образом провязываем до конца. В конце осталось 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот у меня столбик без накида здесь. Провязываем после него 3 воздушные петли. И в самую последнюю, в пятую, мы провязываем столбик с двумя накидами. Далее провязываем 2 воздушные петли и снова в эту же петлю столбик с двумя накидами. Таким образом мы провязали первый ряд. И у вас вот так должно получиться. Далее провязываем второй ряд. В конце набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Перевернули. Теперь будем вязать в шахматном порядке. Где у нас идут столбики без накида, сюда мы будем провязывать столбики с двумя накидами. А вот в эту арку будем провязывать столбик без накида. Делаем 2 накида на крючок. Заводим крючок в столбик без накида. Провязываем 2 петли. Еще 2. И еще. Теперь между столбиками с двумя накидами у нас идет 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И снова в этот же столбик без накида мы провязываем столбик с двумя накидами. Три воздушные петли. В арку делаем соединение, провязываем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. Сюда провязываем столбик с двумя накидами. Пять воздушных петель. Столбик с двумя накидами, снова в эту же петлю. Три воздушные петли. И соединяем в арку столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. И далее узор повторяется. Вяжем все точно таким же образом. Сюда, где у нас столбик без накида, мы провязываем столбик с двумя накидами, 5 воздушных петель. И снова в эту же петлю столбик с двумя накидами. Столбики без накида провязываем вот в эти арки. В конце второго ряда вот я провязала 2 столбика с двумя накидами, между ними 5 воздушных петель. Далее набираем 3 воздушные петли. И должны мы сделать соединение вот сюда. Вот у нас идет здесь столбик с двумя накидами. А в начале первого ряда мы набирали 8 воздушных петель. Вот они. Отсчитываем 1, 2, в третью заводим крючок и провязываем столбик без накида. Таким образом завершается второй ряд. Далее вяжем третий ряд. В конце набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перевернули. Делаем 2 накида на крючок. И в эту же петлю, вот где мы провязывали столбик без накида, сюда мы провязываем столбик с двумя накидами. Далее набираем 3 воздушные петли. У нас идет арка. Делаем сюда соединение, столбик без накида.
Снова 3 воздушные петли. И где у нас идет столбик без накида, сюда провязываем столбик с 2 накидами. Пять воздушных петель. 2 накида на крючок и снова в эту же петлю столбик с 2 накидами. Узор у нас повторяется, вяжем точно так же. 3 воздушные петли, делаем соединение в арку, снова 3 воздушные петли и далее сюда провязываем 2 столбика с 2 накидами, между ними 5 воздушных петель. Таким образом провязываем до конца третий ряд. Я покажу, как его завершить. В конце третьего ряда, как сделали соединение в арку, провязываем 3 воздушные петли, делаем 2 накида на крючок и провязываем в самую последнюю петлю. Вот идет воздушные петли, 1, 2, 3, в четвертую, в самую последнюю провязываем столбик с 2 накидами. Две воздушные петли, снова 2 накида и в эту же петлю провязываем столбик с 2 накидами. Таким образом мы завершили третий ряд. Вяжем четвертый ряд, он вяжется точно так же, как и второй. Набираем 4 воздушные петли, перевернули, находим, где у нас находится столбик без накида, сюда провязываем столбик с 2 накидами. Пять воздушных петель, снова столбик с 2 накидами. Далее 3 воздушные петли, соединяем в арку, столбик без накида, 3 воздушные петли и далее повторяем все точно так же. В конце четвертого ряда провязали столбик с 2 накидами, 3 воздушные петли и делаем соединение. Отсчитываем 1, 2, в третью провязываем столбик без накида. Далее вяжется пятый ряд точно так же, как и третий. Набираем 7 воздушных петель. Перевернули. И сюда же провязываем столбик с 2 накидами в крайнюю петлю. Далее 3 воздушные петли и делаем соединение в арку. Далее вяжем все по узору. И у нас получаются вот такие вот цветочки. Ряды у нас повторяются со 2 по 3 ряд. Вяжем далее самостоятельно на необходимую длину.